Всем привет, друзья, с вами Федор. И сегодня у нас такое сентябрьское утро, на улице 5 градусов. И сегодня будет очень интересный день. Сейчас я еду грузиться своим любимым мусором. Нахожусь я в регионе, в районе города Бадо. И, собственно, возле него я буду загружаться этим мусором. То есть мы находимся за полярным, так сказать, кругом. Кому интересна вообще статья по поводу Заполярья, что это и как это вообще происходит, переходите по ссылке в описании в мой Facebook и также в Telegram, там будет полная статья про Заполярный круг. Вот. Ну а мы загрузимся и поедем с вами в сторону Швеции по перевалу искать северных оленей. Поэтому не переключаемся, поехали. Итак, все у нас готово, можем двигаться. А стоял я вчера, это я сюда приехал, не знаю, стояли знаки, то есть перед въездом на эту территорию стоят знаки, что остановка запрещена. Но на самой территории уже стоят знаки, что можно стоять 24 часа, именно грузовикам. Ну вот, ну, короче, главное было стать поближе. Так, пристегнуть ремень. Главное было стать поближе к загрузке. Прогулялся я до магазина, здесь было недалеко, 800 метров. Чувствуется уже, да? Осень такая. Но, кстати, не исключено, что сегодня мы и снег увидим на перевале. Свежий. Ну а здесь, так как мы находимся возле, то есть Бадо, здесь это берег, море близко, поэтому в принципе здесь это всегда тепло и сильных морозов зимой здесь тоже не бывает. Но снега сюда заносит хорошие. Итак, у меня фирма мусорка, как я уже говорил, и указание у меня грузить минимум 28 тонн. И обязательно сообщи, сколько я загружу. Ну, сейчас мы посмотрим, в каком формате нам будут загружать этот мусор. Или все-таки есть у меня небольшая надежда, что это будет макулатура, но это вряд ли. Я думаю, это будет чистый, конкретный мусор, как я уже вам однажды показывал. Только сейчас и, скорее всего, мы будем загружаться на улице. Поэтому вот я как бы перед вами был в виде уже рабочем, только куртку поменять на рабочую. И, собственно, я готов. В прицепе у меня тоже, как всегда, все готово. Ремни смотаны, доски сняты. Пропустил я поворот, тут решил я не ехать до кольца 5 километров, а развернуться там, где было возможно. В последнее время что-то я любитель пропустить поворот. С этой стороны стоит знак, что название фирмы и туда. А вот с той стороны я ехал, знака не было. Мусоровозы, кстати, большинство в Норвегии с правым рулем. Да, для большего удобства, я так понимаю, чтобы эти бачки загружать, как они останавливаются на обочинах. То есть почтовики у них и мусоровозы в большинстве случаев с правым рулем, по-английски. Итак, все, фирмочка открылась. Я уже полностью комплектовался. Чуть позже вы увидите мой козырный прикид. Ну а сейчас этот с хламом своим отъедет, мы станем на весы. Все, едем. Так, где-то сказала налево и ждать.
налево и ждать. — 47 тонн общий вес. Ну все, менеджер пускай танцует от счастья. 30 тонн я загрузил. 30-540. Да, везде мусор получается по-разному весит, так как мне загружали сейчас. То есть первый ряд по 2, а верхний ряд ставили только 1 тюк. Обычно вот где грузишь, так если загружают в таком, так сказать, порядке, то выходит немного, 25-24 тонны. Но здесь какие-то тяжелые. Ну, скорее всего, строительный больше это идет мусор. Сухой строительный мусор, поэтому он тяжелый. Могу я так предположить. Итак, умоем лицо с руками и поедем. Итак, движемся мы по Норвегии и поднимаемся в гору, в сторону уже будем выезжать из Заполярья нашего. И нам 100 километров, 110 до поворота на 12-ю дорогу, где мы будем пересекать на горе, на перевале границу со Швецией. И там же мы будем искать оленей там, да. То есть сейчас мы увидим место, где идет граница вот этого Заполярья. Коллега решил пропустить меня сам. Но так он в обочину стрёмно полез, конечно, это жесть. Тут место, в принципе, валом. Опасно такие действия делать, как он. И сзади коллега едет, видно, что с весом небольшим, упирается мне в хвост. Сейчас постараюсь я его пропустить, как только будет возможность. Да, пустой идет у него поднятый ленивец на тягаче, на прицепе. То, конечно, я со своими 35 явно ему мешал. Сейчас обгоняет по левой стороне полярный поезд. Посмотрим, в какую он длину будет. Короче, граница Полярья, полярного круга, заполярного круга. Сейчас мы заедем. Просто такой круговой обзорчик покажу, что здесь и
На знаке указано, что туалет, магазин, ресторан и Wi-Fi здесь есть. Верните резко направо, потом, если возможно, развернитесь на 180 градусов. И вот она, радуга, кстати. Во всей красе. Ну, теперь уже встретимся в сторону подъема границы Швеции в поисках оленей северных. Так, ну а мы с вами подъехали к городку Майрана, который находится на 6-й дороге. И с 6-й дороги мы будем уходить на 12-ю в сторону границы Норвегия-Швеция. А у нас такой интересный факт на этой дороге, что граница у нас будет через 40 километров, а таможня только спустя 60 километров. В общем, я вроде бы здесь еду первый раз. Раньше я, потому что такого не помню, не был, наверное, здесь все-таки. По разным границам ездил, но по этой я еду первый раз. Поэтому посмотрим, как у нас все тут будет происходить. И до границы нам 18 километров. Ищем оленей, ждем. А здесь у нас большое озеро на перевале, на вершине горы. Что это за пункт? Ну, это когда едете из Швеции в Норвегию. Вот здесь они тут проверяют QR-код или тест. Так, мы подъезжаем к границе Норвегия-Швеция. То есть это официальное разделение будет, а таможня у нас будет через 74 километра. И до выгрузки мне будет 434 плюс-минус километров. Ну и вот она, Швеция. Так, пока что нету оленей, вот это вот очень нехорошо. Но, надеюсь, мы все-таки увидим парочку хотя бы. В общем, еду, оленей нету, машины редко встречаются. Там одна в минут 15, наверное, проехала. Ну вот у нас озера эти, все здесь, в этих горах, все в озерах, вдоль всей дороги идут. Потом после таможни начнутся они с левой стороны. Такая интересная местность. И здесь уже у нас полная осенняя картина. Летят листья с деревьев. Но где олени? У меня только вот этот вопрос. Я ехал сюда ради них, а тут их нету. Что за облом?
Ну ничего, еще, в принципе, надежда умирает последней, как говорится. Нам еще километров 100 радиус будет, где они могут быть. Поэтому надеемся на лучшее. Так, и где тут нам припарковаться? Что это вообще за дичь какая-то? Tool Customs. Да, ну стану здесь, я не знаю, как еще по-другому. Все, понял я. Вон у нас граница. Ой, в смысле стоянка. Вы приехали на место. В общем, прошел я таможню, но в одном листе, в котором мне нужно было для перевозки мусора, мне не поставили печать. Но моя задача что? Правильно. Позвонить менеджеру и сказать об этой. То есть я с себя снял полностью ответственность. Он говорит, ну не поставили, поехали. Ну, поехали. То есть основной документ таможенный у меня есть. Это, конечно же, главное. Ну, а на то, что на этом листе не поставили, это как бы второстепенное. Но моя задача была главное сообщить. И сейчас мы заедем на магаз. Отлично. Итак, таможня пройдена. 367 километров мне до выгрузки. Естественно, выгружаться я буду уже завтра. Но пока едем. И надеемся все-таки хоть одного маленького оленя северного увидеть. Продолжайте ехать по дороге 127 километров. В общем, подошел день к концу, проехал я весь маршрут, а оленей так я и не увидел. Но вам, дорогие зрители, в качестве компенсации я сейчас поставлю старые свои видео, которые я снимал пару лет назад, северных оленей. Поэтому не переключайтесь. Всем удачи, пока.